Добрый день, любители лоскутного шитья. С вами канал Мой Лоскут и я, Ирина Орловская. Сегодня мы займемся разрезанием, продолжим тему разрезалок. И для начала сошьем простой блок, который называется вертушка. Для этого нам понадобится 2 квадрата ткани контрастного цвета. Вот я, например, взяла вот такого цвета. Сторона квадрата 24,5 сантиметра или в дюймах 9,3 дюйма. Накладываем квадраты лицевыми сторонами друг на друга. Можно зафиксировать булавками, для того, чтобы они не сдвинулись. И теперь нам надо проложить строчку по периметру квадрата, отступая 6 миллиметров. Идем к машинке. Так, прострочили по периметру квадрата. Теперь берем линейку. И нам надо разрезать по 2 диагоналям. Получаем 4 квадрата или 4 блока, треугольник в полквадрата. Это уже известные всем простые блоки. Теперь из этих квадратов соберем блок-вертушку. Разгладим. Швы я предлагаю разутюживать. То есть вот эти швы будем разутюживать. Так, разутюжили припуски. Теперь проверим, насколько наши квадраты ровные получились. Для этого берем квадратную линейку с диагональю и проверяем. Вот у меня квадрат получается 6,5 дюймов. Теперь будем их сшивать. Так, этот сшиваем с этим, прокладываем строчку. Это сшиваем с этим, прокладываем строчку. Так, теперь сшиваем эту часть с этой, накладываем. И делаем так, чтобы у нас вот эти вот уголочки сошлись. Таким образом скалываем. Вот все. И прокладываем вот здесь вот строчку. Вот такая вертушка у нас получилась. Швы все разглажены на обе стороны. Теперь займемся самым интересным. Теперь мы будем ее разрезать. Нам надо разрезать вот этот блок на 3 равные части. 1, 2 и 3. Режем так и режем так. Вот разрезали наш 1 квадрат на 9 маленьких квадратов. И теперь мы можем поиграть с нашими квадратами и сложить не простой блок, вертушка, как у нас был, хотя он сам по себе тоже очень интересный блок, и с ним тоже можно очень много интересного шить, особенно для детских изделий он очень красивый. Теперь мы будем складывать новые блоки. Сейчас я вам покажу некоторые из них. Их очень много, больше десятка это точно. Вот смотрите. Вот, например, вот такой вот блок получается. Или же можно делать темную серединку. Вот такой вариант. Теперь вот эти убираем пока. Вот такой вот вариант еще. Можно сделать вот эти треугольники наоборот, светлыми.
Вот, ну, тот же самый, только получается у нас светлые треугольнички здесь. Теперь можно сделать со стрелками. Вот такой вот блок, очень интересный получается, как бы со стрелочками. Вертушка все равно остается, она маленького размера, у нас здесь она постоянно в серединке. И только играем вот с этими вот блоками и расставляем их. А дальше вы можете посмотреть на наших эскизах, что еще можно интересного сотворить с этими 9 блоками. А также можете посмотреть, какие интересные покрывала получаются на основе некоторых из этих блоков. Так, вот тот же вариант, только темная стрелка получается. Так, или же вот так сейчас мы будем. Вот такой вариант. Очень интересный. Или можно то же самое, только делать уже темную серединку. Вот так вот. Вот еще один вариант, как можно разложить эти блоки. Сшивать их между собой полосами, вот так вот, накладывая это с этим, сошьем, потом пришиваем последние и сшиваем их полосами, и наш блок будет готов. Как видите, очень много вариантов сборки этого блока. Очень интересный способ разрезания. Мы показали вам несколько вариантов раскладки нашей разрезалки. Какой из них больше вам понравился, пишите в комментариях. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!